Мира вам, дорогие подписчики и гости моего канала. Рада приветствовать вас в новом видео. Сегодня у нас очередной подробный мастер-класс со схемами в каждом ряду по данной шали. Те, кто на канале впервые, не забудьте подписаться и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А также пройдите на канал, и в плейлисте шали вы найдете и другие мастер-классы. Тем, кто уже является моими подписчиками, выражаю огромную благодарность. Так как в этот раз я пошла от обратного, сначала связала шаль, а потом стала снимать на нее мастер-класс, то показать вам могу только остаток, с которого я буду вязать образец. Заранее скажу, что ушло у меня на данную шаль 275 грамм. То есть, если вы будете вязать из пряжи, соответствующей этой по метражу, то вам будет достаточно 3 моточков. Более подробная информация будет внизу в описании под видео. Итак, использовала пряжу Alize Diva Silk Effect. 100 граммов у нее 350 метров. Это 100% микрофибра акрил. Цвет данной пряжи номер 505. Крючок я использовала 2,5 миллиметра. Приступаем к вязанию. Делаем петлю на рабочей нити, фиксируем ее. И теперь набираем воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Делаем накид на крючок. Теперь на нашей цепочке от ее начала отсчитываем 4 петли и в 4-ю провязываем столбик с одним накидом. Просовываем крючок, нить захватили, вытянули, провязали через 2 петли и еще раз через 2. В следующую петлю провязываем еще один столбик с накидом. В следующую петлю 3-й столбик с одним накидом. И следующую 4-й столбик с одним накидом. Итак, мы сделали 4 столбика с накидом. Теперь делаем 2 воздушные петли. Делаем накид на крючок. И в эту же самую первую петлю на начальной цепочке провязываем еще один столбик с одним накидом. Так мы провязали с вами первый ряд. И будем приступать теперь к вязанию второго ряда. Вначале набираем цепочку из 5 воздушных петель. Вязание поворачиваем. Делаем накид. И вот сюда в начале у нас получилась такая арочка. У нас были 2 воздушные петли. Вот в эту арочку провязываем веер из 4 столбиков с одним накидом. 1 сюда же провязываем 2 столбик, сюда же 3 столбик, накид на крючок и в эту же арочку 4 столбик с накидом. Так мы получили веер. Теперь делаем еще 2 воздушные петли, делаем накид, и в конце у нас есть еще такая арочка. Под нее также провязываем 4 столбика с одним накидом.
первый столбик, второй столбик, третий столбик и сюда же четвертый столбик с одним накидом. Сделали веер из 4 столбиков. Делаем 2 воздушные петли, накид на крючок. И теперь смотрим. Вот у нас цепочка в предыдущем ряду. Отсчитываем 3 петли и в третью петлю провязываем столбик с одним накидом. На этом мы с вами закончили второй ряд. И можем приступать к вязанию третьего ряда. Начинаем также. Набираем цепочку из 5 воздушных петель. Вязание поворачиваем. И в самую первую арочку провяжем такой же веер из 4 столбиков с накидом. 1, 2, 3 и 4. Сделали веер, делаем 2 воздушные петли. В следующую арочку также провяжем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3 и 4. Далее делаем 2 воздушные петли, накид на крючок, и вот в конце у нас есть цепочка. Здесь у нас третья арочка. В нее также провязываем веер из 4 столбиков с накидом. 1 столбик, второй столбик, третий и сюда же четвертый. Теперь 2 воздушные петли, накид на крючок, и в третью петлю на цепочке предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. Закончили третий ряд и приступаем к вязанию четвертого ряда. Этот ряд у нас будет также состоять из таких же вееров. Вот в первую арочку мы провяжем, во вторую, в третью и здесь в четвертую. То есть в этом ряду у нас будет 4 веера. Вначале набираем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вязание поворачиваем. И в самую первую арочку провязываем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3 и сюда же 4. Делаем 2 воздушные петли. В следующую арочку также провязываем веер из 4 столбиков с одним накидом. 3 и 4. Делаем 2 воздушные петли в следующую арочку, веер из 4 столбиков с накидом. 3 и сюда же 4. Еще 2 воздушные петли, и у нас в конце есть еще одна арочка. В нее также провязываем 4 столбика с одним накидом. И делаем 2 воздушные петли, накид на крючок, и в третью петлю на цепочке предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. Так, мы закончили с вами 4 ряда. И приступаем к вязанию следующего, 5-го ряда. Начинаем также, набираем цепочку из 5 воздушных петель. Вязание поворачиваем. В первую арочку провязываем веер из 4 столбиков
с одним накидом, 2, 3 и 4. Делаем теперь 2 воздушные петли и во вторую арочку также такой же веер из 4 столбиков с накидом. Первый, второй, третий и четвертый. Сейчас обратите внимание, вот этот элемент узора, который мы сейчас с вами уже провязали, он будет повторяться далее из ряда в ряд. То есть каждый ряд у нас будет начинаться такими вот 2 веерами. Также будет и в конце, но в конце покажу. Теперь делаем 2 воздушные петли. Не захотела она. Делаем накид на крючок. И вот смотрим, у нас идет следом веер в предыдущем ряду. В последний 4-й столбик этого веера, вот он, в его вершину провязываем столбик с одним накидом. Делаем 2 воздушные петли. Теперь в предыдущем ряду у нас вот шла цепочка из 2 воздушных петель и далее веер. В вершину первого столбика этого веера провязываем столбик с одним накидом. Вот такие 2 клеточки у нас пока получились. Теперь делаем 2 воздушные петли и далее провяжем узор, который будет повторяться также в конце каждого ряда из ряда в ряд. В арочку провязываем веер из 4 столбиков с накидом. Делаем 2 воздушные петли и в последнюю арочку провязываем еще один веер из 4 столбиков с одним накидом. Первый столбик, второй столбик, третий и четвертый. Теперь делаем 2 воздушные петли, накид на крючок, и нужно провязать столбик с одним накидом в 3-ю петлю. Так, мы закончили с вами 5-й ряд. Видите, у нас по центру 3 клеточки. Неизменными элементами узора каждого ряда будут вот в начале эти 2 веера и в конце еще 2 веера. Они будут повторяться и не будут меняться. Начинаем 6-й ряд. То есть повторяем этот элемент узора, набираем цепочку из 5 воздушных петель. Вязание поворачиваем, в первую арочку провязываем веер из 4 столбиков с накидом. Делаем 2 воздушные петли. Во вторую арочку провязываем веер из 4 столбиков с одним накидом. Это наш неизменный элемент узора. Далее делаем 2 воздушные петли, делаем накид на крючок, смотрим, в предыдущем ряду у нас веер идет следом. 4-й столбик, в его вершину провязываем столбик с одним накидом. Сделали 1 клеточку. Делаем теперь еще 2 воздушные петли. Далее у нас идет столбик с накидом. В вершину этого столбика провязываем такой же столбик с одним накидом. 2 воздушные петли.
Далее еще столбик с накидом. В его вершину также провязываем столбик с одним накидом. Делаем еще 2 воздушные петли. И далее у нас идет веер. В вершину первого столбика этого веера провязываем столбик с накидом. Теперь делаем 2 воздушные петли и повторяем неизменный элемент узора, который будет повторяться из ряда в ряд в конце каждого ряда. То есть в арочку провязываем веер из 4 столбиков с накидом, делаем 2 воздушные петли и в последнюю арочку провязываем также 4 столбика с одним накидом. 3 и 4. А обязательно не забываем в конце провязать 2 воздушные петли и еще один столбик с одним накидом. Мы до этого провязывали прям в цепочку, то есть в 3-ю воздушную петлю, а можно провязывать просто под саму цепочку. Так тоже можно, так тоже хорошо. Провязали 5-й ряд, 6-й ряд. Вот что у нас получается. У нас теперь уже посередине идут 5 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5. Начинаем следующий 7-й ряд. Набираем также 5 воздушных петель, поворачиваем вязание. В первую арочку провязываем веер из 4 столбиков с накидом. Делаем 2 воздушные петли. Во вторую арочку провязываем веер из 4 столбиков с одним накидом. Теперь делаем 2 воздушные петли, накид на крючок. 4-й столбик веера провязываем столбик с накидом. Делаем 2 воздушные петли. Вершину столбика с накидом предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. Сделали уже 2 клеточки. Делаем еще 2 воздушные петли. И теперь смотрим. Мы провязали 2 столбика с накидом, сделали еще 2 воздушные петли. И теперь далее у нас идет вот клеточка. Мы ее пропускаем, столбик тоже пропускаем. В следующую клеточку провязываем веер из 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Вот наш веер по центру из 5 столбиков с накидом. Делаем 2 воздушные петли, накид на крючок. Пропускаем одну клеточку, оставляем ее пустой и в следующий столбик, в его вершину провязываем столбик с накидом. Вот так вот должно быть. Делаем 2 воздушные петли. В первый столбик веера предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. Мы сделали 2 клеточки. И теперь делаем 2 воздушные петли и повторяем элемент узора, неизменный в конце каждого ряда. В арочку провязываем 4
столбика с накидом. Делаем 2 воздушные петли и в самую последнюю арочку под цепочку провязываем еще один веер из 4 столбиков с накидом. И в конце ряда обязательно не забываем сделать 2 воздушные петли и провязать еще один столбик с накидом. Закончили мы с вами 7 ряд и приступаем к вязанию 8 ряда. Начинаем вязание, как обычно, цепочкой из 5 воздушных петель. В первую арочку провязываем веер из 4 столбиков с накидом. Делаем 2 воздушные петли и во вторую арочку провязываем второй веер из 4 столбиков с накидом. Теперь 2 воздушные петли, вершину 4-го столбика данного веера провязываем столбик с накидом. Делаем 2 воздушные петли, в столбик предыдущего ряда провязываем столбик с накидом. Делаем еще 2 воздушные петли, в следующий столбик провязываем еще один столбик с накидом. Теперь посмотрите, в предыдущем ряду после веера у нас идут клеточки, и мы вязали только 2 столбика с накидом. Далее у нас был веер. В этом ряду вот после веера у нас уже 3 столбика. У вас также должно получиться в этом ряду уже 3 столбика. Теперь делаем 1 воздушную петлю, накид, и будем провязывать столбики с накидом в веер предыдущего ряда. В вершину первого столбика веера провязываем столбик с накидом. Делаем воздушную петлю, в вершину второго столбика столбик с накидом, воздушная петля, вершину 3-го столбика столбик с накидом, воздушная петля, вершину 4-го столбика столбик с одним накидом, воздушная петля, и в вершину 5-го столбика также провязываем столбик с одним накидом. Так у нас 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбиков с накидом. Делаем 1 воздушную петлю и теперь смотрим вершину столбика предыдущего ряда, провязываем столбик с накидом. Делаем 2 воздушные петли, вершину следующего столбика столбик с одним накидом. Две воздушные петли и вершину первого столбика веера провязываем столбик с одним накидом. Итак, у нас должны быть также здесь после веера 3 столбика. Делаем 2 воздушные петли и в конце провязываем элемент узора, который повторяется из ряда в ряд. То есть в первую арочку провязали веер из 4 столбиков с накидом, сделали 2 воздушные петли и в последнюю арочку также провязываем веер из 4 столбиков с накидом. Обязательно в конце ряда делаем 2 воздушные петли и еще один столбик с накидом. Закончили мы с вами 8 рядов. И как видите, у нас по центру появляется новый узор, новый веер. И приступаем к вязанию 9 ряда.
Но сначала хочу показать вам кое-что. Смотрите, так как я вот тут в этот раз образец вязала очень туго, петли, то как бы стягивает по краям немного полотно. Поэтому предлагаю, если вы так же само, как и я, вяжете вот эти вот начальные 5 воздушных петель так же туго, как и я, то лучше самый последний столбик в каждом ряду делать не из одного накида. Вот закончили ряд, сделали вот веер, 2 воздушные петли и делаем 2 накида на крючок и также провязываем столбик в конце, только уже с 2 накидами. Тогда можно не переживать, и уже по краям ничего не будет стягивать. Если же вы вяжете свободно эти цепочки в начале каждого ряда, то можете не переживать и делать также один столбик с накидом в конце. Точнее, столбик с одним накидом в конце. Итак, начинаем 9 ряд. Начинаем вот так же, как и предыдущие ряды. Сделали цепочку из 5 воздушных петель, веер из 4 столбиков, 2 воздушные петли и во вторую арочку еще один веер из 4 столбиков с накидом. Далее делаем 2 воздушные петли, вершину последнего столбика веера предыдущего ряда провязываем столбик с накидом. Две воздушные петли и в вершину столбика предыдущего ряда провязываем столбик с накидом. Делаем 2 воздушные петли, вершину следующего столбика также провязываем столбик с одним накидом. Итак, в этом ряду после веера должно идти также 3 столбика. Вот здесь вот, где у нас клеточки. 1, 2, 3. Теперь набираем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. В предыдущем, так, накид нам не нужен здесь. В предыдущем ряду смотрим. У нас должны остаться пустыми вот эта вот клеточка и еще здесь 1 воздушная петля после столбика. Они должны остаться пустыми. Так, сделали 5 воздушных петель. Теперь в предыдущем ряду вот веер, вершину первого столбика этого веера провязываем столбик без накида. Набираем цепочку из 5 воздушных петель. 3, 4, 5. У нашего веера пропускаем 1 столбик, а в вершину следующего столбика, вершину 3-го столбика веера провязываем столбик без накида. Вот такая вот у нас цепочка. И нужно сделать еще одну такую же. 5 воздушных петель. 4, 5. Также пропускаем 1 столбик. И в самый последний столбик веера провязываем столбик без накида. Вот у нас должны быть над веером 2 такие цепочки. И теперь набираем еще одну цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид на крючок. Вот пропустили вот эту вот арочку, где у нас 1 воздушная петля. Далее пропускаем еще одну полноценную клеточку. И сразу после этой клеточки столбик с накидом.
в его вершину, то есть вот один столбик пропустили, и во второй столбик провязываем столбик с одним накидом. Делаем 2 воздушные петли. Следующий столбик провязываем столбик с накидом. Еще 2 воздушные петли. И в вершину первого столбика веера провязываем столбик с одним накидом. Ну и в конце делаем 2 воздушные петли. В арочку провязываем веер из 4 столбиков с одним накидом. Включаю здесь немного ускорения, так как повторяющиеся элементы, и так видео слишком длинное. Делаем еще 2 воздушные петли и в последнюю арочку провязываем последний веер в этом ряду из 4 столбиков с одним накидом. И обязательно провязываем еще 2 воздушные петли. Делаем 2 накида на крючок, либо 1 накид на крючок. Смотрите на свою плотность вязания. И провязываем еще 1 столбик с одним или с 2 накидами. Закончили мы 9-й ряд. И приступаем к вязанию 10-го ряда. Начинаем также из 5 воздушных петель. Первую арочку провязываем веер из 4 столбиков с накидом. 2 воздушные петли. Во вторую арочку второй веер из 4 столбиков с одним накидом. Далее делаем 2 воздушные петли и начинаем вывязывать клеточки. В вершину последнего столбика веера столбик с накидом, 2 воздушные петли, столбик с накидом, провязываем столбик с одним накидом. Так, теперь смотрим. В этом ряду у нас будет всего 2 столбика в начале. Делаем еще 2 воздушные петли и будем наращивать новый узор, новый веер. Вот эту клеточку, следом идущую, мы пропускаем, а в следующую клеточку провязываем веер из 5 столбиков с накидом. Первый столбик с накидом, второй столбик, третий, 4 и 5 столбик с одним накидом. Итак, провязали веер из 5 столбиков с накидом. Это у нас новый веер в этом ряду. Тот веер, что у нас шел по центру узора, у нас подходит к концу. Мы начинаем новые веера, новые узоры. Так, набираем цепочку из 5 воздушных петель. И теперь посмотрите. Вот у нас первая цепочка из 5 воздушных петель, мы ее не провязываем, пропускаем, а над веером будем провязывать. Под первую цепочку провязали столбик без накида, делаем 5 воздушных петель и во вторую цепочку, под вторую цепочку провязываем столбик без накида. У нас тут над веером уже осталась одна цепочка из 5 воздушных петель. Теперь набираем еще 5 воздушных петель, делаем накид на крючок. Вот у нас цепочка в предыдущем ряду, ее пропускаем, следом у нас идет клеточка. В эту клеточку будем провязывать веер из 5 столбиков с накидом. Первый столбик с накидом,
Сюда же второй столбик с накидом, третий, четвертый и пятый. Итого сделали веер из 5 столбиков с накидом. Теперь делаем 2 воздушные петли, накид на крючок. Следом клеточка одна должна остаться пустая. И провязываем столбик с накидом в столбик с накидом предыдущего ряда. Вот так вот. Теперь 2 воздушные петли, накид, в первый столбик веера провязываем столбик с накидом. И теперь 2 воздушные петли и повторяющиеся элементы узора в конце каждого ряда. Веер из 4 столбиков с накидом, 2 воздушные петли и в последнюю арочку еще один веер из 4 столбиков с одним накидом. И обязательно в конце самом провязываем 2 воздушные петли и еще один столбик. Закончили мы с вами 10 ряд и смотрим, в 10 ряду у нас начинаются 2 новых веера, 1, 2. И приступаем к вязанию 11 ряда. Начинаем также цепочкой из 5 воздушных петель. В первую арочку веер из 4 столбиков с накидом, 2 воздушные петли и во вторую арочку второй веер из 4 столбиков с одним накидом. Теперь 2 воздушные петли и в вершину 4 столбика веера предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. Делаем 2 воздушные петли, столбик предыдущего ряда провязываем столбик с накидом. Две воздушные петли и в следующий столбик с одним накидом. В этом ряду у нас должно быть 3 столбика после веера. В предыдущем ряду было 2. Теперь 1 воздушная петля и провязываем по вееру вершину первого столбика веера, столбик с накидом, 1 воздушная петля, следующую столбик с накидом, 1 воздушная петля, следующий столбик с накидом, 1 воздушная петля, в 4 столбик с накидом, воздушная петля и в последний столбик с накидом. И теперь нам нужно набрать цепочку из 5 воздушных петель. И будем провязывать вот под эту цепочку. 1, 2, 3, 4, 5. Под цепочку из 5 воздушных петель над веером, вот она, провязываем столбик без накида. Теперь набираем еще цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид на крючок и будем вязать по вееру. Вершину первого столбика веера провязываем столбик с накидом, делаем воздушную петлю, следующую вершину столбик с накидом, воздушная петля, следующую вершину столбик с накидом,
воздушная петля, в следующую столбик с накидом, воздушная петля и вершину последнего столбика столбик с накидом, и веер наш закончен. Кстати, у нас уже завершен тот узор, который начинался с веером по центру. И теперь вот начинаются новые, точнее не прям в разгаре самого процесса. Так, далее делаем одну воздушную петлю и провязываем столбик с накидом сразу же в следующий столбик. Вот столбик с накидом предыдущего ряда, в него провязываем столбик с накидом. Делаем 2 воздушные петли. В следующий столбик провязываем столбик с накидом. Делаем 2 воздушные петли. И в первый столбик веера в предыдущем ряду провязываем столбик с одним накидом. Итак, после веера у нас 3 столбика с накидом должны быть. И теперь делаем 2 воздушные петли и повторяем элементы узора, которые повторяются из ряда в ряд в конце каждого ряда. Не забываем в конце провязать 2 воздушные петли после веера и столбик с накидом или с 2 накидами. Кстати, напишите в комментариях, как вы вяжете последний столбик в конце с одним или с 2 накидами. Мне будет очень интересно. А мы уже вяжем 12 ряд. Сделали цепочку из 5 воздушных петель. В первую арочку провязываем веер из 4 столбиков с накидом. Делаем 2 воздушные петли и во вторую арочку провязываем второй веер из 4 столбиков с накидом. Теперь мы делаем 2 воздушные петли. 4 столбик веера провязываем столбик с одним накидом. Далее 2 воздушные петли, столбик с накидом, провязываем столбик с накидом. 2 воздушные петли, следующий столбик с накидом, провязываем еще один столбик с накидом. Итого в этом ряду после веера у нас 3 столбика. Теперь набираем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. У нас должны остаться после столбика пустая клеточка и еще одна арочка с воздушной петлей перед веером. Теперь первый столбик веера, в вершину его провязываем столбик без накида. Пять воздушных петель, 2, 3, 4, 5. Следующий столбик пропускаем, вершину третьего столбика, столбик без накида. 5 воздушных петель, 2, 3, 4, 5. Один столбик пропускаем, вершину последнего столбика провязываем столбик без накида. Вот у нас 2 цепочки над веером. И теперь, так как предыдущий узор у нас закончился по центру, у нас были 2 цепочки из 5 воздушных петель вместе, над ними
провязываем цепочку из 10 воздушных петель. Далее берем второй веер, вершину его первого столбика, провязываем столбик без накида. То есть провязываем сверху также 5 воздушных петель, один столбик пропускаем, вершину третьего столбика данного веера провязываем столбик без накида. Еще 5 воздушных петель и в вершину последнего столбика, один пропустили, вершину последнего столбика провязываем столбик без накида. Сделали над веером 2 цепочки. Теперь делаем еще цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид на крючок. Мы пропустили арочку, пропустили клеточку. Следующий столбик, вот он, провязываем столбик без накида. Делаем 2 воздушные петли, следующий столбик, столбик без накида провязываем. Две воздушные петли и вершину первого столбика веером провязываем столбик без накида. Вот у нас 3 столбика после веера, 2 воздушные петли и повторяем элемент узора, который повторяется из ряда в ряд. Закончили мы с вами 12 рядов, и теперь я покажу, какие ряды у этого узора являются раппортом. Итак, начинаем 13 ряд. Начинаем как обычно. 13 ряд у нас является первым рядом раппорта. Рядов раппорта у этого узора всего 3. Сейчас мы будем провязывать именно первый ряд раппорта. Итак, провязали повторяющиеся элементы узора. Делаем 2 воздушные петли, вершину последнего столбика веером, провязываем столбик с накидом, делаем 2 воздушные петли, столбик предыдущего ряда провязываем столбик с накидом. И теперь в этом ряду, кстати, после веера у нас всего 2 столбика с накидом. Теперь делаем 2 воздушные петли. Здесь в этом ряду мы будем наращивать новые веера, поэтому один веер мы пропускаем, одну клеточку. Следующую клеточку провязываем веер из 5 столбиков с накидом. 2, 3, 4 и 5. Провязали 5 столбиков с накидом. Теперь нам нужно набрать цепочку из 5 воздушных петель. Под цепочку над веером, под первую цепочку из 5 воздушных петель, вот она, провязываем столбик без накида. Делаем 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Под вторую цепочку над веерами нашими, а еще столбик без накида. У нас получилась одна цепочка над веером. Теперь набираем цепочку из 5 воздушных петель. Тут у нас нужно нарастить нам новый веер такой же. 1, 2,
3, 4, 5. Делаем накид на крючок и прям вот под цепочку из 10 воздушных петель мы провяжем 5 столбиков с одним накидом. 2, 3, 4 и 5. Теперь 5 воздушных петель под цепочку, под первую цепочку над веером провязываем столбик без накида. Делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Под вторую цепочку над веером еще столбик без накида. Теперь 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид на крючок. У нас вот сразу идет первая клеточка после цепочки. В эту клеточку провязываем веер из 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Сделали новый веер. Теперь делаем 2 воздушные петли. Делаем накид и клеточку одну пропускаем. Сразу следующий столбик после клеточки. Провязываем столбик с накидом. 2 воздушные петли. В вершину первого столбика веера столбик с накидом. Делаем еще 2 воздушные петли и заканчиваем данный ряд, провязывая элементы узора повторяющиеся. То есть веер из 4 столбиков с накидом, 2 воздушные петли и в последнюю арочку еще один веер из 4 столбиков с накидом. В конце обязательно делаем 2 воздушные петли и провязываем столбик. Таким образом мы провязали с вами 13 ряд по схеме. И это у нас первый ряд раппорта. Здесь у нас обязательно начинаются новые веера, то есть веера из 5 столбиков с накидом. А предыдущий заканчивается одной цепочкой из 5 воздушных петель. Это первый ряд раппорта. Теперь будем с вами провязывать второй ряд раппорта по схеме. Это у нас 14 ряд. Начинаем так же, как и обычно. 5 воздушных петель в первую арочку, веер из 4 столбиков с накидом, 2 воздушные петли и во вторую арочку второй веер из 4 столбиков с накидом. Теперь делаем 2 воздушные петли и в последний столбик веера провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, столбик предыдущего ряда, провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, следующий столбик провязываем столбик с одним накидом. В этом ряду, во втором ряду раппорта у нас должно быть после вееров 3 столбика с накидом. Делаем одну воздушную петлю. Теперь по вееру провязываем вершину
первого столбика столбик с накидом, воздушная петля, в следующую вершину столбик с накидом, воздушная петля, в следующую столбик с накидом, воздушная петля, в вершину четвертого столбика столбик с накидом, 1 воздушная петля, и в вершину последнего столбика столбик с накидом. Так, на этом веер мы закончили обвязывать. Теперь далее у нас идет цепочка из 5 воздушных петель. 3, 4, 5. И над веером предыдущим, вот в цепочку из 5 воздушных петель провязываем столбик без накида. Далее 5 воздушных петель, 3, 4, 5. И следующий веер провязываем также в первый столбик с накидом, воздушная петля, следующий столбик с накидом, воздушная петля, следующую петлю столбик с накидом, воздушная петля, далее еще столбик с накидом, воздушная петля, и в последнюю петлю столбик с накидом, воздушная петля. Вот так вот у нас должен получиться второй веер. Далее цепочка из 5 воздушных петель, 3, 4, 5. Над веером в цепочку провязываем столбик без накида. Делаем еще 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Тут, думаю, вы уже прекрасно знаете сами, что мы будем делать. Провязываем каждый столбик с накидом, воздушная петля, следующий столбик с накидом, воздушная петля, далее третий столбик с накидом, воздушная петля, четвертый столбик с накидом, воздушная петля и 5 столбик с накидом. Теперь после веера мы делаем 1 воздушную петлю, накид на крючок и столбик предыдущего ряда провязываем столбик с накидом. 2 воздушные петли в следующий столбик с накидом. 2 воздушные петли и первый столбик веера столбик с накидом. Во втором ряду раппорта в конце ряда, как и в начале, вот перед и после веерами у нас 3 столбика. Ну и заканчиваем также 2 воздушные петли, веер из 4 столбиков с накидом, и еще 2 воздушные петли, лишний столбик сделал, и последнюю арочку веер из 4 столбиков с накидом. Две воздушные петли и в конце провязываем еще 1 столбик. Закончили 14 ряд. 14 ряд, который является вторым рядом раппорта узора. И приступаем к вязанию 15 ряда. Он же является третьим рядом раппорта узора. Начинаем его так же, как и предыдущие ряды. 5 воздушных петель, веер из 4 столбиков с накидом, 2 воздушные петли и еще 1 веер из 4 столбиков с накидом. Теперь 2 воздушные петли. В последний столбик веера провязываем столбик с накидом. 2 воздушные петли, следующий столбик с накидом, 2 воздушные петли и еще 1
столбик с накидом провязываем вершину столбика предыдущего ряда. У нас в этом ряду также 3 столбика после веера. Делаем 5 воздушных петель. Теперь переходим к вееру. Вершину первого столбика веера провязываем столбик без накида, 5 воздушных петель, 1 столбик пропускаем, вершину третьего столбика веера провязываем столбик без накида, 5 воздушных петель, 1 столбик пропускаем у веера и в последний столбик провязываем столбик без накида. Теперь, так как в предыдущем ряду у нас был полностью закончен узор с веером, то над этими двумя цепочками из 5 воздушных петель мы набираем цепочку из 10 воздушных петель. 6, 7, 8, 9, 10. Итак, теперь первый столбик следующего веера провязываем столбик без накида. Набираем цепочку из 5 воздушных петель, 1 столбик веера пропускаем, в третий провязываем столбик без накида. Еще 5 воздушных петель, 2, 3, 4, 5, 1 столбик пропускаем, в последний провязываем столбик без накида. Смотрим, в предыдущем ряду у нас было 2 цепочки из 5 воздушных петель, значит над ними провязываем цепочку из 10 воздушных петель. Они у нас будут основанием для новых вееров. Итак, первый столбик веера, столбик без накида провязываем. Набираем 5 воздушных петель, 1 столбик веера пропускаем, в следующий, третий получается, провязываем столбик без накида. 5 воздушных петель, 3, 4, 5, 1 столбик пропустили, в последний столбик без накида. Еще набираем цепочку из 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, делаем накид на крючок, арочку пропустили, клеточку пропустили, далее в следующий столбик после пустой клеточки провязываем столбик с 1 накидом. Сопротивляется. Делаем еще 2 воздушные петли, следующий столбик, столбик с 1 накидом, 2 воздушные петли, вершину первого столбика веера, столбик с 1 накидом. Так, у нас 3 столбика здесь. И делаем 2 воздушные петли и заканчиваем повторяющимися элементами узора этот ряд. Итак, мы с вами вместе провязали 15 рядов. Понимаю, видео получается слишком длинным, но хочу показать вам прям все досконально. Стараюсь показать так, чтобы новички смогли понять. Как я уже сказала, раппортом узора являются 3 ряда: 13, 14 и 15 ряды. Они будут повторяться далее. К примеру, следующий ряд у нас идет 16 по схеме. 16 ряд будет вязаться
так же как и 13 ряд. То есть у нас будут здесь новые веера начинаться. Вот этот веер будет провязываться у нас уже здесь, вот в эту клеточку. И далее вязаться по схеме. Здесь у нас будет еще один веер. Тут первый, здесь второй, здесь под цепочку третий веер и тут в клеточку четвертый. То есть в следующем ряду мы будем начинать новых 4 веера. Следом 17 ряд будем вязать так же, как и 14 ряд. Здесь будем увеличивать веер и заканчивать предыдущий узор. Следом 18 ряд, так же как и 15. Здесь у нас будут цепочки и цепочка из 10 воздушных петель уже в 18 ряду. И так они будут чередоваться. 13, 14, 15 ряды. Вязать нужно будет столько рядов, сколько нужно для того, чтобы получить желаемый размер изделия. У меня, кстати, это 195 на 105 сантиметров. Ну вот с таким расходом пряжи получилось такого размера шаль у меня. На этом можно было бы закончить мастер-класс, но я покажу вам еще, как сделать обвязку по верхнему краю. То есть, как закончить вязание этой шали. Для этого мне нужно провязать еще 2 ряда, так как последним рядом должен быть ряд по схеме такой же, как и 14. В раппорте 3 ряда, а мы провяжем в самом конце лишь 2 из них. И после приступаем к обвязке. Итак, я провязала еще 2 ряда, 16 и 17. И теперь покажу, как сделать обвязку по верхнему краю. Это будет 3 ряда. Кстати, на схеме я нарисовала эти 3 ряда также. Но здесь на видео их будет плохо видно, так как ряд уже получается длинный. Вообще редко бывают мастер-классы у меня лично по схеме шалей, где 18, тем более 20 рядов. Но этот узор того стоит, тем более мне хочется показать вам именно как сделать обвязку. Поэтому приступаем. Итак, начинаем первый ряд обвязки. На схеме это 18 ряд. Начало у него такое же, как и у всех предыдущих рядов. То есть набираем цепочку из 5 воздушных петель. Далее в первую арочку провязываем веер из 4 столбиков с накидом. Делаем 2 воздушные петли и во вторую арочку, также веер из 4 столбиков с накидом. Потом делаем 2 воздушные петли, в веер предыдущего ряда, в последний столбик провязываем столбик с накидом, 2 воздушные петли, столбик с накидом провязываем столбик с накидом, 2 воздушные петли, в следующий столбик провязываем столбик с накидом и далее пропускаем последнюю клеточку и арочку. Делаем 2 воздушные петли и вот этот веер в этом ряду мы также расширим. Делаем столбик с накидом, 2 воздушные петли, в следующий столбик веера столбик с накидом, 2 воздушные петли, следующий столбик с накидом, 2 воздушные петли. То есть вы наверняка уже поняли эту систему. В предыдущем ряду веер мы расширяли, между столбиками было только по 1 воздушной петле, а в этом ряду между столбиками у нас по 2 воздушные петли. Далее обвязали веер. Теперь у нас тут 2 вот такие цепочки из 5 воздушных петель. Мы делаем также 2 воздушные петли, делаем 2 накида на крючок. И вот здесь между 2 цепочками у нас был столбик без накида. В него провязываем столбик с 2 накидами. Делаем еще 2 воздушные петли и обвязываем веер
так же, как и предыдущий. То есть столбик с накидом, 2 воздушные петли, столбик с накидом, 2 воздушные петли. Так до конца этого веера. Чередуем столбики с накидом 2 воздушными петлями. И тут также 2 воздушные петли, 2 накида на крючок между 2 цепочками в столбик без накида предыдущего ряда провязываем столбик с 2 накидами. Делаем 2 воздушные петли и веер обвязываем также. Столбик с накидом, 2 воздушные петли и так далее. Так провязываем ряд до конца. Так, довязали ряд до конца. В конце ряда эти повторяющиеся элементы узора также провязываем. И начинаем второй ряд обвязки. Делаем 3 воздушные петли, столбик подъема. И в первую арочку провязываем 3 столбика с накидом. Далее сразу же в следующую арочку провязываем еще 3 столбика с накидом. Воздушных петель между этим не делаем. Далее следом в следующую 3 столбика с накидом. Сразу в следующую, клеточка у нас идет, 3 столбика с накидом, в следующую клеточку 3 столбика с накидом, в следующую 3 столбика с накидом. И тут тоже также у нас между столбиками идут воздушные петли, 2 штуки, то есть 2 воздушные петли. В них также провязываем по 3 столбика с 1 накидом. Так до конца ряда провязываем в каждую арочку по 3 столбика с накидом. Здесь тоже до конца. Везде только по 3 столбика с накидом. Законченный ряд должен выглядеть таким вот образом. Плотный ряд столбиками с накидом. И еще один ряд делаем. Последний, 3-й ряд обвязки. Делаем 1 воздушную петлю. И в каждую петлю провязываем по 1 столбику без накида. Просто весь ряд провязываем столбиками без накида. Здесь можно, если вы вяжете не плотно, а свободно, рыхло, то можно заменить крючок, взять на пол размера меньше, так как нам не нужно, чтобы верхний край у нас был такой растянутый. Поэтому можно, чтобы крючок был поменьше и полотно было ряд был потуже. Конечно, слишком увлекаться не стоит. Итак, вяжем ряд до конца. Свой ряд до конца я довязала. Образец пропарила, чтобы был более аккуратным. Как сделать ВТО изделие, всегда оставляю внизу в описании под видео. Прикрепляю здесь схему данного узора. Можете сделать себе скриншот экрана, сохранить, либо можете пройти внизу в описании под видео. Будут ссылочки на социальные сети. Подпишитесь, кстати, на мои социальные сети. И там я оставляю схемы в хорошем качестве. Можете их там себе скачать, распечатать и вязать так, как вам удобно. Рисую я их специально для вас, чтобы качество схемы было хорошим. На этом все. Мастер-класс окончен. Не забудьте подписаться. Подпишитесь, пожалуйста, на мой инстаграм. Присылайте мне туда свои готовые изделия. Мне бывает очень приятно. Буду делиться ими с остальными. Также подпишитесь на мой YouTube канал, если вы до сих пор не подписались. Поставьте колокольчик. Не пожалейте для меня своего лайка. Оставьте, пожалуйста, свой комментарий. Понравился ли вам данный узор? Понравился ли вам мастер-класс? Будете ли вы вязать это изделие?
Также, если у вас возникнут какие-то вопросы, то пишите либо в комментариях под видео, либо в социальных сетях. Мы с вами разберем все. На этом все. Буду с вами прощаться. Честно говоря, к концу видео уже даже устала озвучивать это. Но, надеюсь, оно того стоило. На этом все. Теперь уж точно. Желаю всем легких петелек, крепкого здоровья и всем мира. Конечно же, всем мира. До новых встреч в следующем видео.